Друзья, приветствую вас. Итак, я продолжаю традицию отвечать на ваши вопросы. Обычно во всех соцсетях я отвечаю по четвергам, но на YouTube я также делаю подкасты. Периодически, когда вопросы накапливаются под разными видео, я стараюсь на них ответить максимально развернуто и, конечно же, полезно для вас. Поэтому ставьте лайк сразу этому видео, это поможет продвижению этому видео на YouTube, а также пересылайте это видео своим друзьям, чтобы они тоже могли задавать вопросы, ну и, конечно же, получить на них ответы от врача аюрведы. Первый вопрос. Борис, очень интересно лечение диабета первого типа, причем в детском возрасте, когда каждый день необходимо ставить уколы инсулина. Можно ли избавиться от этой болезни с помощью аюрведы? Мой ответ – в первую очередь, диабет первого типа с точки зрения аюрведы называется прамеха. Прамеха – это группа заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ и мочевыделения. Есть очень много вопросов, на которые в буквальном смысле я собираю текст из разных аюрведических книг для того, чтобы правильно ответить, потому что здесь очень важны тонкости, и для многих людей это вопрос жизни и смерти. Аюрведа – традиционная медицина, которая в Индии на протяжении тысяч лет. И вот в древних текстах аюрведы, вот сзади меня такой желтенький стоит, Чарака, Сушрута и так далее. Кстати, я часто отвечаю на вопросы. Вот здесь вы можете увидеть мое видео, я также отвечаю на другие вопросы. Вы можете, в принципе, посмотреть все подкасты ответов на вопросы и найти, может быть, даже ответ, как решить свою проблему. Итак, прамеха – группа заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ и мочевыделения. Есть очень много подтипов прамехи, но в классическом варианте описано 20 типов. И очень много симптомов, которые мы имеем в современном мире, они лишь часть, вот, скажем так, этой группы заболеваний, относящихся к группе прамеха. Итак, диабет первого типа инсулинозависимый, аутоиммунного характера и, конечно же, развивающий часто в детском и подростковом возрасте. Такой джувенальная прамеха, то есть подростковая прамеха, и еще в аюрведе есть определенное название для этого – мадхумеха. Так, что происходит при диабете первого типа, что подтверждает аюрведа? Иммунная система разрушает бета-клетки поджелудочной железы, то есть вот эти островки Лангерсана, которые вырабатывают инсулин. Без инсулина глюкоза не усваивается клетками и происходит гипергликемия. И в западной медицине требуется постоянное введение инсулина. Как к этому подходит аюрведа и что она вообще говорит? То есть, в первую очередь, заболевание, корень заболевания, он относится к дисбалансу капхи, питы и ваты. То есть все три доши участвуют в диабете. Оджас, жизненная субстанция иммунитета, она ослабевает. И это, конечно же, приводит к аутоиммунной реакции. В аюрведе, в принципе, очень множество аутоиммунных заболеваний рассматривается как ухудшение состояния жизненной силы. Дхату ткани особенно поражены при этом заболевании. Это жировые ткани, медха-дхату называется, и нервная ткань, а также маджа-дхату. Нарушение работы агни, огня пищеварения, метаболизма на всех уровнях, особенно на уровне сахаров в теле. И разрушение бета-клеток считается структурным повреждением дхату, то есть ткани нашего организма. Можно ли вылечить диабет первого типа с помощью аюрведы? Скажу вам честно, с уважением к аюрведе и к опыту, полностью избавиться от диабета первого типа только аюрведой в большинстве случаев невозможно. С чем это связано? Разрушение бета-клеток уже структурное и необратимое, по крайней мере, на текущем моем уровне знаний. Аюрведа не отрицает необходимость инсулина первого типа при диабете. Напротив, считает, что пока агни не восстановлено и оджас не укреплен, прекращение инсулина просто опасно для жизни.
Что может дать аюрведа при диабете? Очень много в качестве плана, очень много в плане качества жизни, профилактики осложнений, поддержания общего здоровья. Можно улучшить состояние обмена веществ, это приведет к снижению потребности в инсулине. В некоторых случаях, не во всех. Вот я, к примеру, езжу на панчакарму, и бывает так, что после панчакармы действительно человек начинает принимать меньше инсулина. Но это не ребенок, потому что детям не проводится панчакарма. Если удается значительно улучшить агни, питание, образ жизни и привычки, это также может улучшить состояние, уменьшить воспалительные процессы. Тоже можно с помощью трав и различных процедур. И, конечно же, усилить чувствительность тканей к глюкозе. Также можно с помощью трав. Но полный отказ от инсулина – крайне редкий случай, особенно в детском возрасте. Замедление прогрессирования болезней и осложнений – это тоже возможно с помощью аюрведы. То есть действительно можно замедлить развитие, замедлить побочные эффекты болезни. То есть что нам нужно? Нам нужно улучшить состояние сосудов, нам нужно научиться поддерживать нервную ткань, защитить почки, поддержка зрения и, конечно же, уменьшение окислительного стресса. Это все можно сделать с такими травами, как амла, чаванпраш, травы и сборы, которые помогают обмену веществ, ануломан йог-чурна, якру дороги чурна, метха йог-чурна и матху меха йог-чурна. То есть множество препаратов, которые могут помочь улучшить обмен веществ. Но все эти фитосборы аюрведические, конечно же, нужно не само назначение делать, а именно под руководством аюрведического врача, иначе может быть хуже. Поддержка иммунитета и отжиса, в первую очередь надо снизить аутоиммунную активность, улучшить общее самочувствие ребенка и повысить устойчивость к инфекциям и стрессам. Это также свастивардак повышает иммунитет, матху меха, обмен веществ и, конечно же, аутоиммунную активность. И многие другие травы, можно давать их одновременно, но довольно-таки долгое время для того, чтобы улучшить состояние. И, конечно же, нам нужно улучшать настроение и состояние нервной системы. Дети с диабетом первого типа могут часто испытывать так называемое эмоциональное напряжение. Аюрведа рекомендует пранаямы вводить потихоньку, медитации, правильное питание. То есть это все мощная поддержка, и это нужно ввести в расписание ребенка, но обычно дети, если они видят, что родители такого не делают, они тоже это не делают, поэтому нужно делать всем вместе. Очень важный момент. Первое, при диабете первого типа никогда нельзя самостоятельно отменять инсулин, это важно. Вмешательство в дозировке возможно только под строгим контролем врача, и аюрведа дополняет современное лечение, именно процедурами, травами, питанием, образом жизни. Это все, что можно сделать. Какой подход бы я рекомендовал поэтапно? В первую очередь улучшение агни, метаболизм, огонь пищеварения, усваивание и переработка инсулина. Поддержка углеводного обмена, то есть безопасно для детского возраста. Очень важно, чтобы ребенок наладил питание таким образом, чтобы было достаточное количество микро- и макроэлементов. И, конечно же, использование мягких аюрведических трав, которые разрешены детям, а в основном все, что используется в аюрведе в виде трав, они также даются детям, животным, пожилым людям, то есть всем, в принципе, живым существам. Но для человека есть конкретно подобранные формулы, особенно, конечно же, для детей. Итак, травы гудучи, к примеру, укрепляет иммунитет и отжис. Это монотравы, про которые я расскажу, чтобы вы могли попробовать их попить. Амалаки. У нас есть амла чурна, которая, к примеру, прекрасный антиоксидант, прекрасная поддержка усваивания сахара в организме. Солодка, яшкимаду в аюрведе называется, она защищает надпочечники, поддерживает иммунитет, и шатавари, баланс питы, баланс нервной системы, ашваганду для снятия стресса и так далее.
Травы на самом деле, чтобы подобрать правильные пропорции, подбираются индивидуально в зависимости от возраста ребенка, от его веса, от его жизнедеятельности, он пассивный, активный и так далее. И, конечно же, о дозах и пропорциях можно сказать только после консультации врача. У меня, кстати, есть курс по детскому здоровью, который вы можете изучить. Он разделен на 3 части, и в каждой из частей есть определенная интересная тема. Поэтому можете подписаться в моем проекте «Библиотека» на курс по детскому здоровью и изучать его, поддерживать здоровье своего ребенка. Итак, подведем итоги. То есть полное излечение диабета – это, к сожалению, не гарантировано аюрведой, но она может улучшить качество жизни, замедлить осложнения, сбалансировать обмен веществ, сбалансировать и уменьшить различные аутоиммунные изменения и, конечно же, укрепить иммунитет. Это особенно важно для здоровья ребенка. Поэтому самый безопасный путь – это комбинированный, когда вы используете современную медицину и используете аюрведу, правильное питание и образ жизни. Задавайте вопросы под этим видео, и я с удовольствием на них буду отвечать. А если диабет первого типа, какой должен быть завтрак? Если у ребенка или взрослого диабет первого типа, то завтрак – это крайне важный прием пищи. В первую очередь он помогает стабилизировать уровень сахара на целый день, предотвратить резкие скачки глюкозы, которые особенно опасны утром, и поддержать огонь, то есть огонь пищеварения, который не перегружает организм и улучшает, в принципе, впитывание, всасывание различных микроэлементов. Он также, то есть утренний завтрак помогает уменьшить воспаление и поддержать иммунитет. Принципы завтрака при диабете первого типа по аюрведе. В первую очередь это теплая пища, не холодная еда. Умеренный легкий завтрак, не тяжелый, не жирный, не очень сладкий, с низким гликемическим индексом, то есть медленные углеводы. Обязательно добавляем специи для поддержания агни и контроля сахара, к примеру, имбирь, корица, гвоздика, которые можно добавить и в чай, в любые напитки. Включаем растительные источники белка, немного полезных жиров для стабилизации сахара, к примеру, сливочное масло или масло ги. Ги правильно приготовлено должно быть. У меня есть видео про ги, и вы можете посмотреть, как быстро его приготовить. Есть много других рецептов, но вот этот довольно-таки хороший. Когда вы покупаете в магазине ги, это, скорее всего, топленое масло, к сожалению, поэтому очень важно правильно готовить ги. Исключаем хлеб из белой муки, магазинные сладкие каши, соки, мюсли с сахаром. Примеры завтраков при диабете, к примеру, аюрведическая каша. Основа – киноа или амарант, или гречка. Варим на воде или кокосовом и миндальном молоке, а можно добавить, вы сварили сначала на молоке, потом добавили кокосовое или миндальное молоко. Добавляем такие специи, как кардамон, куркума, щепотка буквально корицы, семена чиа и льна и немного кокосового масла или ги. По желанию можно чуть-чуть добавить ягод. Конечно же, при диабете нельзя есть манго, нельзя есть банан и нельзя есть финики. Поэтому вы можете добавить небольшое количество ягод, таких как черника, малина, с небольшим количеством ги. Они могут быть как свежие, так и сухие. Это вот такая вот хорошая каша. Второй вид завтрака при диабете – это овощное тушеное рагу с тофу или хумусом. Что можно использовать? Это брокколи, кабачок, цветная капуста, немного моркови. Тушим с куркумой, имбирем, фенхелем и кориандром. Можно еще какие-то специи добавить, типа гвоздика, корица. Добавляем ложку хумуса и кусочки мягкого тофу. Это хорошие белки, хорошая клетчатка. Поэтому, если у вас есть такие продукты, вы их любите, это можно смешать. И
третий вариант аюрведического завтрака, я бы даже сказал, такой напитка плюс орехи, потому что есть люди, которые не любят каши, не любят тушеные овощи, любят что-нибудь немножко перекусить. Я, к примеру, тоже очень часто после тренировки, я делаю себе там стакан миндального молока, энергетического такого молока с финиками. Вот в этом видео я рассказывал, как такое сделать. И просто ем его вместе с орехами. А иногда просто, так как я опаздываю на работу, беру с собой в машину, и по дороге я его пью, заедаю орешками. Итак, аюрведический напиток плюс орехи. Чай из корицы, фенхеля и кардамона можно сделать, добавить туда имбиря. Если особенно такой чай, хорошо, когда у вас просто мало аппетита. И замоченные миндальные 5-15 штук, миндальный орех, плюс небольшое количество грецкого ореха и энергия оджаса. Имейте в виду, это то, что улучшает энергию и поддерживает оджас. Помните, я рассказывал о том, что оджас – это как раз та сила, и при диабете она часто портится, уменьшается. И поэтому 5, 10, 15 миндальных орехов, небольшое количество грецких орехов, это все будет давать и увеличивать оджас. А вот этот напиток, про который я говорил с финиками, конечно же, его нельзя во время диабета, потому что там много фиников, то есть сахар пойдет сразу вверх. Это можно для всех тех, у кого нету диабета. Но тем не менее, напиток очень хорош, рекомендую. Для ребенка питание должно быть довольно-таки мягким. Можно сделать кашу из амаранда, киноа, теплое растительное молоко, корица, ги, семена чиа. Это легкий питательный завтрак. В общем, вот такие варианты завтраков. Кстати, пишите, пожалуйста, какие завтраки делаете вы, особенно если у вас диабет первого типа или у ваших родственников диабета первого типа, потому что многие полезные рецепты могут быть полезны также другим людям. Ну и, конечно же, после завтрака важна легкая физическая нагрузка не сразу, а через часа полтора. Прогулка очень помогает. Чирак Самхита, вот желтенькая книга, которая стоит сзади меня, она говорит о том, что после еды очень важно прогуляться хотя бы 100 шагов. Я, кстати, часто публикую выдержки из разных аюрведических текстов в своих сообществах, на YouTube в том числе, поэтому смотрите. Порция должна быть еды не слишком большая, это очень важно, потому что любое переедание, особенно при диабете первого типа, завтрак, это всегда будет вызывать скачок инсулина. Итак, подведем итог. При диабете первого типа завтраки – главный прием пищи для стабилизации сахара. Завтрак должен быть теплым, насыщенным специями, с низким гликемическим индексом и поддержкой агни и иммунитета. И исключаем быстрые сахара, то есть продукты промышленной переработки. Берегите свое здоровье, очень важно это делать, особенно при диабете. Вопрос. Борис, а что такое приливы в климаксе? Это избыток питы? Мой ответ – ну, в первую очередь, да, вы, конечно, совершенно правы, то есть направление, в котором вы мыслите правильно. Приливы в климаксе – это значительная степень дисбаланса пита-доши. Давайте я объясню, что происходит при климаксе с точки зрения аюрведы. Климакс – это естественный переход, вата – доминированный период жизни. Но при этом многие женщины имеют накопленный избыток питы, накопленный за годы, конечно. От стрессов, от неправильного питания, от хронического воспаления, от перегрева, от эмоций, раздражения, гнева, перфекционизма. Это все пита-эмоции. Когда организм выходит в период гормональной перестройки, эстроген резко снижается, защитный охлаждающий фактор уходит, и пита, которая была компенсирована ранее, высвобождается и просто выходит на поверхность. Итог. Появляются приливы по телу, в лицо, в голову, краснеет кожа, потливость, раздражительность. Нарушение сна, учащенное сердцебиение – это все проявление избыточной пита-доши. При этом вата тоже может участвовать. Именно она поднимает питу вверх. Прилив возникает внезапно волной, когда вы не ждете. Это свойство ваты. Подвижность плюс пита, жар. Что этим делать? Успокаивать питу. Питание, охлаждающие травы, отдых, эмоциональный баланс,
стабилизировать вату, режим заземления, правильный сон и так далее. Вы также можете посмотреть курс в моем проекте «Библиотека», в котором я рассказываю про женское здоровье. Он очень важен на разных этапах жизни женщины, и как раз у меня есть отдельное про климакс и менопаузу. Обязательно изучите этот материал, надеюсь, он будет вам полезен. Вопрос, а правильно ли я понимаю, что если от вечерних перееданий отечность, опухание, то это недостаток питы? Ответ. Нет, вы понимаете не совсем верно. Отечность и опухание после вечерних перееданий – это чаще всего не недостаток питы, а наоборот дисбаланс капха-доши и ослабление агни, то есть огня пищеварения. Давайте объясню. Значит, пита-доша, она связана с огнем и трансформацией. Кстати, я сделал видео про питу, и вы можете изучить, в каком состоянии она находится, как она выглядит и вообще, что это такое. Пита управляет пищеварением, и, конечно же, недостаток питы проявляется, скорее всего, как слабое пищеварение. Холод в теле, замедление обмена веществ, а это часто происходит, когда мы ложимся спать особенно. Поэтому, если вы едите на ночь, после этого ложитесь спать даже через час и через два, пища еще не переварилась, то результаты ухудшения агни, они будут налицо. В буквальном смысле они могут проявляться на лице. Отеки и тяжесть – это уже результат накопления влажности и слизи. Вот как раз, так как пита или огонь пищеварения, он уменьшается, капха, она увеличивается на этом фоне. Капха дает стабильную структуру, но избыток, то есть застой жидкости, вечерние переедания, особенно тяжелой или сладкой пищи, поздний сон усиливают капху, и результаты отеки лица, рук, ног, тела, особенно утром. Со временем, с возрастом появляется несвежесть, потому что этой слизи, она появляется не только вот в подкожных слоях, она появляется в крови много, в лимфе много, и в голове появляется утренняя несвежесть, туман и, к сожалению, ухудшение, в принципе, состояния и настроения на протяжении всего дня. Почему вечером это особенно проявляется? Вечером, естественно, капха, то есть такой первый период ночи, назовем это так, она увеличивается. Организм уже не готов полноценно переваривать тяжелую пищу, поэтому аюрведа, китайская медицина, тибетская медицина говорит, что вообще, в принципе, к примеру, после 10 вечера точно никогда нельзя есть. Ну, прямо от слова совсем, вы можете пить только теплые жидкости, но есть нельзя. Недопереваренная пища, то есть, которая дает аму, токсины. Кстати, о токсинах я сделал видео, посмотрите, пожалуйста, потому что многие врачи говорят, да что токсинов не существует, но на самом деле в современной медицине, точнее токсикологии, есть огромное направление про токсины. Токсикология, она как раз этим и занимается, выведением токсинов из организмов. И в наш организм токсины могут попадать разными путями, через внешнее воздействие и также формироваться внутри. Вот когда пища не переваривается, мы начинаем накапливать токсины. Лишняя жидкость, отечность также увеличивается. В итоге это не дефицит питы, а дисбаланс капхи и возможное ослабление агни. Вечером лучше есть легко, в правильное время, и тогда не будет отеков и не будет тяжести. Если вы все-таки переедаете на ночь, что бы я посоветовал, это обязательно физические нагрузки, обязательно употребление такого аюрведического средства, как пачак-йог-чурна, которое помогает доусваивать пищу. Но имейте в виду, все равно отечность будет возникать, ее просто будет меньше. Меньше будет несвежести, но это все равно будет. Поэтому, друзья, перестаньте есть на ночь, не ешьте после 7 вечера. Организуйте свой день или свою жизнь таким образом, чтобы вы ели до 7 вечера. И вы поймете, что есть огромное количество значительных улучшений в жизни, в качестве жизни. Особенно это возникает с возрастом. Задавайте, пожалуйста, свои вопросы по этой теме. Пишите или опишите свой опыт, как вы кушаете и когда. Ну а главное, старайтесь не переедать.
Вопрос, а может ли быть одновременно избыток и недостаток питы? Например, у меня часто изжога, но кожа бледная и холодная, иногда краснеет и бывает зябкость. Ответ. Такое явление, как одновременный избыток и дефицит питы, возможен. И он даже довольно-таки часто встречается в современном мире, так как в современном мире дисбаланс ДОЖ происходит очень часто. Что такое пита? Это функциональная доша, связанная с огнем и водой. Еще больше про питу вы можете увидеть вот в этом видео. Оно очень интересно расскажет глубоко о пите, а также под ним есть ссылка про другие доши. Итак, функциональная доша, которая связана с огнем и водой, это элементы, которые находятся в нашем теле. Ее качество горячее, легкое, острое, текучее и маслянистое. Пита отвечает за пищеварение, то, что в аюрведе называется джатра-агни. Она регулирует температуру тела, она влияет на цвет кожи и на сияние кожи. Поэтому если у вас белая кожа или вы не можете загорать, то есть какой-то дисбаланс питы. Пита влияет на зрение, на метаболические процессы на всех уровнях и на ясность ума и способность к анализу и перевариванию всей информации. Как может быть избыток и недостаток, то есть такой избыток и дефицит одновременно? Пита может быть локально избыточной, например, в желудке. Изжога, повышенная кислотность, большое количество отрыжки. При этом в других тканях или системах пита может быть ослаблена. То есть это приведет к признакам дефицита питы. Допустим, холодная кожа или то, что вам все время зябко и так далее. В вашем случае есть изжога, это говорит о локальном избытке питы в желудке, амашия. Агни слишком острая и агрессивная. Бледная и холодная кожа, иногда краснеет, зябкость. Это признаки того, что пита в коже ослаблена, нарушена, и ее циркуляция и равномерность ухудшена. Краснота приливами, то есть она периодически может на вас накатывать, это всегда, когда пита вспыхивает, но не удерживается стабильно, поэтому у нее есть такая слабая основа. Таким образом, в пищеварительном тракте избыток питы это приводит к изжоге. Аджамати чурна может очень хорошо помочь уменьшить изжогу. В периферических тканях раса, ракта, дхату, то есть вот там, где находится кожа, кровь, лимфа, дефицит или нестабильность питы, бледность, зябкость, постоянное покраснение можно улучшить с помощью аюрведического сбора трикату йог-чурна, а также регулярного самомассажа. Кстати, о массаже я снял видео аюрведической терапии, как правильно делать самомассаж, как правильно пропариваться после этого. И если вы будете делать вот эту технику на протяжении, хотя бы нескольких месяцев, вы поймете, что пита обрела свою стабильность, и кожа стала теплой равномерно по всему телу. Почему вообще это может возникать? Избыток и недостаток одновременно. Нарушение циркуляции питы, когда она скапливается в одном месте, например, желудок, и не распределяется гармонично. Поэтому самомассаж всего тела, небольшое количество физических упражнений очень сильно помогает. Ослабление оджаса – это жизненной энергии и тканей. Соответственно, ткани не удерживают питу, энергию стабильно, это ухудшает обмен веществ. И когда вмешивается вата-доша, она дает нестабильность, вот эти вспышки жара, отрыжка, может быть заброс желчного сока в пищевод и так далее. Но на самом деле за вот этой вспышкой жара может следовать холодная кожа и зябкость. Стрессы плюс неправильное питание стимулирует локально питу, но истощает ее в целом. Итог. Комбинация избытка питы локального и дефицита нестабильной питы в периферии – это абсолютно объяснимо с точки зрения аюрведы. Это такое порочное кольцо, часто запускается еще вата-доша, и что же с этим делать? В первую очередь гармонизировать ее распределение, самомассаж, правильное питание, физические нагрузки. Поддержка оджуса и тканей, якрут арогья чурна, пачак йог-чурна, авипатика йог-чурна.
Успокаивать вату ануломан йог чурна. Мягко балансировать агни, пачака, випачика, я уже сказал. Употребление специй, поэтому научитесь правильно питаться. У меня есть курс в моем проекте «Библиотека. Питание по йоге и аюрведе». Посмотрите мои другие видео про правильное питание. И, конечно же, поддерживайте себя правильно с помощью принципов аюрведы.